Как это произошло? Как это произошло? Просто отойди. Ой-ой, Димончик. Зайка, у тебя тоже попало? Я говорю, отойди, она Да- может упасть сейчас. Дима, Что произошло? это просто жопа. Димон, аккуратно не двигайся, если у тебя осколки, надо подоставать. Как? Посмотри, у меня что-то с головой. Миша, пожалуйста, Да, ты чё? аккуратно подходи. Да хорошо, я аккуратно, Лер, я услышала, спрашиваю, что произошло? Видишь, Дима просто отодвигал дверь, и она просто вся наверх посыпалась. Посмотри, пожалуйста. Мышонок. Так, ну надо, чтобы ты сюда, наверное, вышел. Аккуратно, 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 аккуратно. Солнышко, тоже, пожалуйста, оттуда выходи, потому что, посмотрите, оно посыпалось прям во все стороны. Ну, такое за 3 года у нас впервые. Просто отодвигали дверь. Отодвигал дверь вот просто, и все, и оно бах, и лепнуло. Это Я не знаю, мне она упала сверху, посмотри. Повернись, На голове повернись. есть что-то? Да ну, дебело, конечно. Дима, Да есть очень жестко, очень Дима, тебе жестко. надо в больницу. Стой, 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 стой. Нет, за нельзя руками, нельзя. Тут нет, вон прям, прицеп, тут я прям, прицеп. прям осколок. Подожди, подожди, В смысле посмотри. осколок? Да, прям стекло, прям стекло. Сейчас давай, сейчас в натуре пинцепом. Руки, ноги. Коля, посмотри. Блин. Что это за бред? Как это могло произойти, солнышко мое? Потому что оно на меня полетело тоже. Зайчоночек. Оно печет. Это супер страшно. Мне кажется, надо сразу... Хлоргексидин, давай. Мне кажется, надо и врачей сразу вызвать, потому что, чтобы подоставали и посмотрели. Потому что есть осколки, когда ты даже не ощущаешь, что они болючие, и все равно оно... Ну, Надо повернись. хлоргексидином мазаться. Ай, Как? Просто отодвигали дверь? да. Вот так просто ее хоп, подобивает, все, вообще непонятно. Это Никаких жесть. преград, никаких там сопротивлений, ничего не было. Я не представляю, как это теперь мы будем все с травы доставать, чтобы собаки здесь теперь еще тоже не ходили после этого. Это просто какой-то капец. А мы еще все время сюда выходим на террасу понаблюдать, как ПВО работает, сбивает. И теперь будем понимать, что ударной волной все прям посыпется. Посмотрите, куда оно все долетело. Там что, дыр? Да есть, мы сейчас, но оно дебело, если честно, оно прям очень жестко. Как это вообще могло произойти, я тупо не понимаю. У нас тут столько таких активностей, собаки бегают, врезаются в двери, и тут она просто вон посыпалась, посмотрите. Ля, вон. Что это такое? Кусок И как вот этот кусок, упасть. он по-любому упадет. Как этот кусок теперь нужно просто еще убрать отсюда, я не понимаю. Он опять нас не поцарапал. Просто везде. Тупо везде. При этом оно еще слышно, как они без остановки лопаются. Вот если я замру, послушайте. Вот 2 секунды, послушайте просто. Но они не так часто лопаются, но без остановки слышно, как стекла продолжают еще лускаться. Вот именно лопаются и лопаются. Офигеть, вы видите, сколько вот этих вот мелких? Просто капец какой-то. Я не представляю их даже пылесосом все достать. Это оно сейчас будет все в траве, все в наших тапках. Аккуратно, пожалуйста, иди. Аккуратно, солнышко, аккуратно. Солнышко мое любимое. Хер с той дверью. Купим новую. В больницу, вдруг там зашивать надо. Я уверен, что надо по-любому как минимум вызвать или нам сюда сразу врача. Аккуратно. Ого! Аккуратно. Не, Аккуратно. У меня прям кукожатся так пальцы. А у тебя, Зай, ты сейчас идешь, у тебя оно в ножках ничего не колет? Колет, ну печет, ну ничего страшного, голова не так. Тихо. Дима! Аккуратно. О, Давай я. Блин. ох, не... Подожди, у меня... Скажи, Ой-ой-ой-ой. Ого! Посмотрите просто. Это в твоей башке. Я считаю, надо наклонить голову. Подожди, Асфальта не стой, в стой, стой, покажи его, покажи. Блин, очень здоровенный. посмотри еще, может там еще что-то есть. Я говорю, нужно промыть сначала. Нужно наклонить голову. Я давай полью тебе хлоргексидином. Можешь на голову вот сюда? Просто на ровном месте. Вы прикиньте, какая суета на ровном месте. Ни собаки тут не дурачились, не бегали, никто не ходил. Просто Димон отодвигает дверь, и оно херакс. Я не знаю, что лучше делать. Или мне кажется, этим не надо. Или в больницу сначала. Как лучше? Промыть по-любому надо промыть. Это смывать ванной и над этим, чтобы осколки. Давайте, давайте. По-нормальному. Но я бы параллельно бы уже все-таки кого-то вызвал. Какой вызвал, сам убирай. Да не убирать, блин, а врачей. Ладно, ты
проклинит. Я не представляю реально, как вот эту штуку можно теперь ее просто взять и перенести, потому что как только мы возьмем хоть за любой кусочек, оно сразу посыпется. Вот эта вот полоса, которая тут шла, вон она отпала, по всей длине лежит. И я думаю, что даже не вот такие большие кусочки, а вот именно вот эти вот манюсенькие. Вы видите, какие они манюсенькие и сколько таких осколочков? Такой, если в подушечку собаки зайдет, то или нам, людям. Он как муравьишка. Вот муравьишка, видите, какой бегает? И такие же осколки рядышком. Это будет вообще капец. Гляньте, какие они острые. Тупо посреди дня на ровном месте. Такая беда. Я действительно теперь не представляю, как собак выпускать сюда. Я не понимаю, как возможно быть полностью убежденным, что мы сейчас поубираем все эти осколки. И хорошо, что не убила, вы прикиньте. То есть вот эта вся фигня отвалилась. То есть она бахнула и на голову Димону. Отвалилась он вся верхняя часть. Хорошо, что все живы. Я серьезно не представляю. Что-что? Попроси у Андрюхи еще пылесос. Еще веник и совок, пожалуйста. Сейчас попробуем. Я не представляю, как теперь собак. Нам еще повезло, что сегодня Ольга нас спасает. Горничная сегодня вот у нас как раз убирала. И это мы сейчас тоже подкинули работенки нам помогать. Это просто капец. Я не понимаю, как нам теперь собак вообще выпускать на улицу, потому что, ну, это просто капец. Потому что их вот эти вот лапусечки, ну, легко позабивается. А еще вот мы идем завтра, видите, какая огромная бородавка. Идем завтра в ветклинику и будем договариваться, чтобы делать операцию и ее удалять. Как мы будем сейчас вот эту вот штуку делать? Как бы мы ее сейчас не брали, она же все равно сейчас посыпется, правильно? Посыпется в любом случае. То есть при любом раскладе оно будет сейчас падать. Пожалуйста, нет, пожалуйста, Лер, ты можешь, пожалуйста, не руками. Вот так. Пожалуйста, нет, не надо ковыряться. Почему нельзя совком? В чем проблема? Ольга, скажите ей. Ну, поцарапает полностью. А что не совком? В чем проблема совком? Большие штуки. И что большие? Ну ты не знаешь, как оно у тебя сейчас треснет в руках, Лер. Пожалуйста, нет, не подходи. Лера, Лера. Лера, ну ты больная, ну что ты не слушаешь? Ну, действительно не понимаю, что сейчас, конечно, делать с этой штукенцией. Это просто капец. Ох уж и мозаика у нас, конечно, тут пазл. Перчатки. Тебе давал. Ты как, Димон? Когда ты пальцами, Лер, когда ты пальцами елозишь, пожалуйста, тебе вот прямо сейчас в палец, вон, видите, сколько мелких осколков. Посмотрите, все в мелких осколках. Фу, солнышко. Почему это нельзя совочком делать? В чем проблема? Лер, ну ты нормальная? Как? И что ж в перчатка? Перчатка, она прям титановая, да? Через нее оно никак не прорезет. Давайте вот эту коробку поставите вот сюда, и теперь. Ой. Что, под залетело или что? Мне кажется, этот процесс у нас займет явно не одни сутки, чтобы убрать и здесь, и здесь. Теперь, если честно, маленечко и страшно открывать двери, потому что оно ж теперь тяжко вон идет, оно теперь все в осколках, а чтобы здесь достать, это же все равно нужно открыть. Лер, пожалуйста, ты сейчас с голыми ногами, оно сейчас тебе луснет. Ты глухая или что? Больная? Лера? Я не знаю, как он будет. Ну, значит, сейчас мы его завалим, просто завалим и отойдем. Вот это возьми, сколько реально, оно уже... Стекла, причем они сразу очень тяжелые, хотя оно наполнено совсем вообще на дне, но при этом тяжелое. И как только мы сейчас отодвинем вот эту штуку, оно сразу навернется. И я так понимаю, что нам надо, чтобы оно сразу все-таки упало, потому что мы по-другому это никак и не сделаем. Сейчас я принесу. Опа. Как вы думаете, нет уж вариантов, чтобы это как-то аккуратно убрать? Это по-любому нужно завалить, скорее всего. Да не, но оно уже не такое сильное, чтобы разбить это стекло. Я думаю, что можешь уже додвигать. Нет, оно же поцарапаем пол, нахер. Это надо вместе делать, а не видеть. Давай. Не-не-не, руками не надо, руками не надо, руками не надо. Просто туда хуже всего, когда она залетает в вот эти маленькие штучки, в рельсы. Вы потом с рельсов. Но у нас вариантов нет, Лер, ну нету вариантов. Что уже делать? Какие у нас возможные варианты? Аккуратно, Лера, аккуратно. Ты поднимаешь, ты чё? Я чуть не нырнул в это все. Вместе? Ты что, не видишь, что я тут, ну... Ну сообща, Зай. Так вместе, давай с той стороны Да поднимем. подожди, а куда ты лезешь? Не надо туда тоже. Не надо делать, Дима, оно что так упадет, оно что так упадет. Сейчас отодвинем, оно упадет. Зачем ты руками? Чтоб меньше оно сейчас туда падало. Нет. Не, просто сейчас его чуть-чуть отодвинуть. Просто отодвинуть, да, его и все.
Я так понимаю, что его аккуратненько надо все равно. Да убери руки убери. Наклоним. Все. А у нас в целом вся линия выпала, да. Она же вся линия выпала. Подожди, а вот это сейчас не выпадет? Не, это просто выпала конкретно одна дверь, которая сейчас разбилась. Честно, даже все равно не понимаем, что делать. Нужен, наверное, производственный пылесос, чтобы кто-то приехал, вот этот все оттуда подоставал, потому что это же невозможно самостоятельно достать. С травы тоже непонятно, как это все доставать. Можем, конечно, снять какой-нибудь фильм про бриллианты. У нас тут, вы посмотрите, сколько теперь такого чистокровного Ой, а это породистого. что такое отпало? Что? Смотри, чтобы вот это сейчас на меня не упало. А ну-ка, иди заходи. Не, это просто рамка. И умничка, хозяюшка моя. Второе, подталкивать не рукой, а чем-то другим, пожалуйста, более твердым. Не рукой. Да. Вот так. Молодец. Не надо рукой, Лер. Не надо рукой, пожалуйста. Все мелкие вы видите, как сразу они именно просто как пыль между деревяшечек забиваются внутрь. Зрелище очень опасное. Просто на ровном месте сегодня день такой насуетился. Аккуратно, куда ты видишь, с нее еще может высыпаться. Давай, Илья, я сейчас урну сюда подведу. Так, дорогая, давай, пожалуйста, проедем. У тебя, кстати, еще не было экскурсии по дому, по двору, поэтому мы сейчас с тобой вот так вот объезжаем. Аварийная ситуация. Молодец. Ай. И сразу сейчас то, что самое огромное, можем закидывать в бак. Аккуратно. Ну, зайка, пожалуйста, ну не ломай. Можно это как-то поотбивать, но не руками это делать. Кожаных нормально. Да, но кожаные, это что, титановые? Прижимай просто легонько, да, вот так, хоп-хоп. Оказывается, складывается. Получается, что да, зато мы впервые за все годы узнали, что у нас тут мебель складывается. Зато теперь, кто сядет на нашу мебель, будет острые ощущения в заднице. Давайте его вынес. Оно отсоединилось. Отсоединилось? Угу. Надеюсь, так было задумано. Опа! Эть. Так, ляпс. Пу-пу-пу-пум. Пу-пу-пу-пум. У кого-то были подобные ситуации? Если вы помните, то именно в Ольховке, когда мы еще жили в Харьковской области, у меня была такая же ситуация с душем. Душ распался, я был весь в крови, ноги, руки, интимные зоны, башка, все было в кровяке. И тут очень натуре повезло, что оно, не прибило, не убило, потому что вы прикиньте, разлетелась такая огромная, то есть во всю длину, несколькометровое стекло упало Димону прямо на голову, собаке в рассыпную, и у Димона там вон ювелирная работа идет. Визуально, конечно, оно уже смотрится попроще, здесь все чистенько, но... Самую легкую часть только убрали. Вот эти в пазах, в дырках сейчас самое сложное будет доставать. Да, отсюда докопаться вообще, достать вообще будет непонятно как. Я даже особо теоретически не представляю, вот как оно могло. Вот такая вот же дверь, вот такая же, точно такая с той стороны, именно замок, ну да. Надо очень аккуратно и с этой двери, потому что замок плохо держит. Это плохо удержала дверь замок. Да нет, но это оно должно было давление как-то вот так под углом надавиться, чтобы оно луснуло, или вообще не представляю как. Вот такая романтика на закате. Пинцетиком с-под кальяна. У нас пинцет с-под кальяна просто универсальный. Сейчас он все стекла достает. Я когда прихожу с прогулки, я этим пинцетом все время клещей достаю с собак. Начался один из самых ответственных процессов. Это пылесосом. Пылесосом все нужно засмоктать. Но, скорее всего, действительно пригласим какой-то производственный пылесос. И будем это делать уже производственным пылесосом. Лер, как по ощущениям, оно прям получается или нет? Жопа. Уже добрались и здесь повыковыривать. А что это вы делаете? Планочка, в которой было. Все, и вот плед понадобился. А, это с самого верха, там же в самом верху, да? Все. Но у нас как бы мы сейчас он не протирали, оно все равно еще поразлеталось. Оно вот такими мелкими поразлеталось очень жестко. И хоть мы пылесосим, моем, но все равно оно прям везде. Дима! Я ж попросила, подержи! Ничего не говорю.
Ну вот, только я вышел на террасу, и уже как бы он вступил. Вы видите, сколько мелких вон стеклышек, просто все переливается. Вообще все это не блестки, не какие-то стразики. А вон попротыкалось, и вон что происходит в пятках. Опасно здесь, конечно, сейчас гулять, пока собак не будем выпускать и на улице. Сейчас продолжим, завтра посветлеет, продолжим нашу уборку. Вот такой у нас веселый денечек.